Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события намечаются и что нам ждать по движению активов на открытии российской фондовой площадки по доллару, рублю, евро, нефти, золоту и другим активам. Так, давайте рассмотрим календарь событий на сегодня. Обращаю внимание, что анализ позиций СОТ СФТС и позиций на ММВБ, на Форсе я делал в субботу. Можете посмотреть это видео, там все расписано, все разъяснено. Итак, что у нас ожидается на сегодня? 11:30 индекс деловой активности в промсекторе, Германия. Это данные, которые они будут существенно влиять и на DAX, и на евро. Далее 12 часов аналогичные показатели по Евросоюзу, но здесь надо понимать, что Германия по сути это локомотив Евросоюза, и поэтому что там происходит, это в наибольшей степени важно. И далее в 17:45 данные по PMI по Соединенным Штатам, и здесь я предполагаю будут движения в S&P и в NASDAQ на этих данных. Так, в пятницу у нас вышли данные ВВП по России, минус 4,7% год к году. Вот. Ну, здесь на самом деле вполне понятно, почему у нас идет просадка, потому как мы с вами видим, что развивающийся коронакризис, вторая или третья волна, кто как считает, оказывает давление на спрос на нефть. Вот. И здесь что у нас получается? Текущая ситуация по коронавирусу, по коронакризису, пока нету разворота в общемировом масштабе, новые случаи растут, хотя намечался разворот. И ситуация очень непростая и тяжелая в Соединенных Штатах. Тут прям вообще экспоненциальный рост пошел. Ну и у нас в Российской Федерации. В Европе тоже есть с этим проблемы, но там вроде бы они в последнее время сглаживаются. Вот именно то, что касается текущей ситуации, это Соединенные Штаты, проблемный регион Россия и началось в Иране. Ну и как следствие этого снижения ВВП, здесь я предполагаю, что к концу года мы можем увидеть и более сильное снижение по российской экономике. При этом произошел рост розничных продаж, ну как рост, на самом деле снижение, но оно оказалось снижение не такое сильное, как предполагаемое. Здесь, я думаю, это связано с отложенным спросом раз и тем, что люди готовятся к локдауну и все скупают в магазинах. Поэтому то, что показатель вышел хороший, лучше, чем ожидалось, я думаю, ничего в этом такого особенного нету. Так, ну и вот еще наметился рост реальной денежной массы. По мнению ряда экономистов, это очень позитивный момент, и это будет способствовать тому, что российская экономика начнет оживать. Ну, я не особо верю в подобные допущения, которые черный ящик, то есть есть какие-то показатели, они как-то коррелируют, и это будет всегда. С моей точки зрения, для того, чтобы говорить, что российская экономика начнет расти, во-первых, это случится, я думаю, после американской и в целом мировой экономики. Во-вторых, я склоняюсь к тому, что рост происходит тогда, когда видны точки роста. Сейчас вот для меня, например, точки роста в российской экономике не очевидны. И поэтому, ну, наверное, хорошо, что растет реальная денежная масса, но здесь надо еще понимать, что это может быть связано с тем, что люди ну, просто выводят деньги, рубли из долларов в рубли, и соответственно здесь за счет этого это тоже может этот процесс оказывать влияние на рост денежной массы. А такой перевод вполне может быть связан с тем, что людям не хватает денежных запасов в силу непростой ситуации экономической в стране. Вот, поэтому, ну, наверное, рост реальной денежной массы это позитивно, но я в этом пока не усматриваю никакого локомотива, который все оживит. Так, Baltic Dry. Но смотрите, здесь у нас ситуация по Baltic Dry очень интересная. С одной стороны, он просел и пробил 1250, и сейчас ему дорога на 700-800. Такое проседание индексом морских перевозок будет свидетельствовать о том, что мировая экономика, ну, она как бы в ступор впала. Пока такого не происходит, и он даже пытается здесь развернуться. Вот. Был бы очень позитивный момент, если состоится движение на 1250, и здесь пойдет закрепление. Вот. Но пока, я думаю, такого, наверное, все-таки не произойдет. Здесь больше факторов указывает на то, что пойдет снижение на 750-800. Так, ну вот что касается нефти, пошел раздрай в ОПЕК. Объединенные Арабские Эмираты выказывают свое крайнее неудовольствие, хотят покинуть ОПЕК.
Соответственно, если такое произойдет, то наступит неконтролируемый рост добычи нефти. Это придет к тому, что цены на нефть будут проседать. С чем же связана такая позиция Объединенных Арабских Эмиратов? А связана она вот с чем. Вот на этом графике видно, какие страны соблюдают, насколько договоренности по сокращению. То есть, как вы видите, Ирак и Россия, они не очень сильно соблюдают. Саудовская Аравия, которая лидер на действия России, смотрит сквозь пальцы, зато на всю котлету оказывает влияние, в том числе на Объединенные Арабские Эмираты. Они, соответственно, сокращают добычу, и это у них вызывает, естественно, сильное неудовольствие и желание расстаться с картелем. Ну и вот еще один график, кто насколько должен сократить, как бы Объединенные Арабские Эмираты, у них в процентном отношении самое значительное сокращение идет в сравнении с апрелем. И поэтому, разумеется, они не хотят, не готовы к такому сотрудничеству и заявляют о том, что они могут выйти. Если они действительно выйдут, то получается карточный домик ОПЕК рассыпется и по нефти будет сильное движение вниз. Весьма вероятно в такой ситуации. Так, вчера и Саудовская Аравия, и Израиль более или менее нейтрально отторговались в небольшом плюсе. Азия и китайский фондовый рынок сегодня с утра растут. Это для нас позитивно. Растут они на положительных ожиданиях по вакцинам, что вакцины будут каждую неделю, во-первых, какая-то информация поступать о том, что очередная вакцина вот-вот будет рассмотрена. И потом с 10 декабря Соединенные Штаты уже планируют запустить вакцинацию. То есть, когда будут поставляться вакцины и, соответственно, осуществляться прививки. И Соединенные Штаты, S&P 500, SFD на фьючерс, все нормально, здесь 3550 так и не пробили, отбиваемся от него. Ну и как бы сегодня все условия для того, чтобы рынки росли. По нефти наступает интересный момент. Мы сейчас подошли фактически к двойной вершине. И поэтому в ближайшее время либо будет пробитие 45,5 и движение на 46 плюс. Или же в этой точке мы поконсолидируемся, сделаем ложный пробой. И потом сразу отсюда пойдет корректирующий откат, цель которого будет вернуться на 42,55. Пока никаких сигналов на то, что начинается корректирующий откат и будет такое движение, нету. В ближайшее время надо будет посмотреть, как вот эту ситуацию разрулит движение на 45,5. Вот. Ну и здесь у нас есть уровень 44,75. Пробитие этого уровня будет указывать на то, что развелось движение, цель которого будет 44, 43,55. Вот сюда, вот в этот диапазон. Исходя из часового графика, у нас по сути идет проторговочка наверху. Никаких негативных сигналов нету. И говорить о том, что нефть развернулась и начала падать, можно будет в той ситуации, когда пойдет движение вниз и будет пробит вот этот оранжевый уровень 44,75. Если такое произойдет, то сразу будет быстрое движение на 44,4 вот сюда вот. И потом, возможно, уйдем на 44 и на 43,55 вот сюда. Такого пока не наблюдается. Скорее всего, мы либо здесь поторгуемся, потусим, либо, возможно, потестим 45,5 и в случае пробития пойдем на 47. Так, друзья, далее золото. Сейчас масса информации о том, что золото будет расти. Многие аналитики начали высказываться, соревнуются. Кто-то говорит, будет 3000, кто-то говорит, будет 5000. Но я не могу здесь ничего сказать. Это такая вещь, она непредсказуема. До каких значений пойдет рост, если произойдет пробой исторических максимумов. Давайте будем в более короткой перспективе смотреть на реальность. А что там будет 3, 5, 10 или 1000. Но здесь все зависит от массы условий. И загад не бывает богат. Так, дневной таймфрейм, золото, чикагская котировка. Но здесь у нас вполне себе идет движение на 1882. Были вот эти неоднократные удары, попытка пробить сначала 1860, потом 1850. Они успехом не увенчались. Здесь с высокой степенью вероятности сейчас разворот. Происходит двойное донышко.
И у этого двойного донышка, если оно будет окончательно реализовано, цель движения это уход на 1930. Вот. Вообще в перспективе, в ближайшей, мы по золоту вполне можем увидеть движение на 2070-2050. Опять же обращаю внимание, если будет пробой 1850 вот этого значения и закрепление под ним, то скорее всего никакого роста в обозримом будущем не будет. С другой стороны, текущая ситуация и постоянные возможности по печатанию денег, они, я думаю, с большей степенью вероятности будут золото гнать наверх. Так, ну и вот часовик, что здесь могу сказать? Идем мы тихим сапом, цель движения 1882. Этот сценарий будет отложен или не сработает относительно движения сегодня-завтра на 1882, если будет задерг и пробитие 1866. Может быть короткий удар с движением на 1863, но если цена здесь не задержится, скорее всего ее вытянут и будут тянуть наверх. В том случае, если у нас наступает пробой 1855, то весь этот рост складывается, и мы будем либо консолидироваться около 1850, или пойдем вниз. Я пока все-таки считаю, что большая вероятность того, что реализуется это движение сначала сюда, потом выше. Далее серебро, но здесь ситуация она схожа с золотом. Я думаю, высока вероятность того, что сегодня локально, если рассматривать сегодня локально один день, вот если не будет повторного движения вниз и пробития 24 или его тестирования, то прямо вот от этих значений мы сегодня весьма вероятно пойдем, и цель движения будет 24,8-25. Если мы идем сюда и здесь пробиваем вот этот диапазончик, то у нас пойдет откат. Цель этого отката будет опять по тесте 23,8. Я склоняюсь к тому, что большая вероятность развития движения вверх сегодня. Так, далее рубль-доллар. Но здесь у нас ситуация очень интересная. По нефти позитив, по Китаю позитив, по Emerging Markets позитив. Вот. И в то же время мы лежим как субмарина в вылистом дне на 76. Что здесь будет? Ну, с утра наиболее вероятный сценарий это движение 75,5. Даже может быть по тесте 75,5. На самом деле здесь говорить об укреплении рубля можно будет в дальнейшем, как я говорил в воскресном выпуске, только при пробитии 75,5. Если такой пробой действительно происходит, у нас развивается движение, цель которого будет 74,85, вот сюда вот. Если мы не пробиваем 75,5 сейчас на открытии, то у нас по факту тестирование 75,5, ну вот этого диапазона 75, 75, 75,5. У нас отсюда вполне может быть отбой после накопления и попытка сходить на 76, 75, вот сюда вот в этот диапазон. Вот. У нас, конечно, вот есть манящая такая линия 77,35, и сходить бы ему сюда, но позитив по нефти, позитив на мировых площадках, 25-го размещения ОФЗ и плюс крупные выплаты добытчиками полезных ископаемых. Вот, соответственно, все это в ближайшее время формирует ощутимый спрос на рубли, и поэтому здесь, скорее всего, движение в рамках вот этого диапазона, и в случае пробития 75,5 движение вниз на укрепление рубля до 74,85. Но есть такой момент. 4-часовой таймфрейм указывает на то, что здесь произошел локальный разворот, и цель реализации этого разворота движения вот сюда, вот в этот диапазон. Поэтому, если мы сейчас на открытии пробиваем 76,45, 76,5, вот этот диапазон, то может быть движение вполне и вот сюда, вот в верхнюю часть. Но все-таки, я так думаю, в силу текущей ситуации, наверное, все-таки более вероятность того, что какое-то движение будет на укрепление рубля. То есть я не думаю, что высока вероятность пробития 75,5, но 75,75 вот куда-то сюда вот вполне движение на открытии может произойти. Так, далее евро-доллар. Но здесь ситуация следующая. Идет рост, цель движения 1,1890. Вот эта попытка разворота и отката на 1854
не сработает в той ситуации, если не будет пробито 1,1865. Вот удержание данного значения приведет к тому, что вот это накопление, оно все-таки организует движение цели 1,1890. Так, далее евро-рубль. Здесь у нас, если на открытие пойдет откат и пробитие 90,3, то цель движения будет укрепление рубля на 90,190. Если таковое не происходит, но у нас здесь все-таки сформировалась такая фигура, которая наиболее вероятно приведет к движению на 90,47, и в случае пробития вот этого движения цель составит 90,7, 90,75, вот сюда вот этот диапазон. Часовик указывает на то, что все-таки больше вероятность движения на укрепление евро, то есть тестирование на пробой вот этого значения и движение в район 90,7. Так, друзья, ну и фьючерс РТС, смотрите, здесь, насколько я вижу, ситуация следующая. Большинство факторов указывает на то, что с утра пойдет движение на тестирование 128 тысяч вот этого значения. Если здесь начинается пробой и проторговка, то у нас 130 ожидает движение уже сегодня. Вот. Если с утра у нас пойдет откат, такое вполне может быть, и будет пробит диапазон 124 800, 124 500 на объеме, то он провалится и цель движения будет закрепиться на 122 тысячах вот сюда вот. Пока текущая ситуация, позитив в Китае, позитив на Америке и по нефти указывает, что больше вероятность движения сюда и тестирования на пробой 128 тысяч. Вот такое мое видение. Спасибо за внимание.